Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События недели с 10 по 16 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, или он не расскажет так или иначе о личной истории каждого или нюансах каких-то. Но если подключить интуицию, может дать какие-то подсказки, как альтернативные варианты, или, по крайней мере, как карты видят в целом историю для вашего знака на неделю. И у вас перевернулась карта, которая соответствует любви. Двойка кубков об каких-то искренних отношениях. Или, с другой стороны, это карта дипломатии отчасти, когда мы можем договориться с многими людьми, если мы где-то готовы слышать или допускать, вот, кстати, альтернативные варианты развития как и событий, так и человеческого поведения. Мы не пытаемся, когда изменить людей, мы их принимаем такие, какие они есть. И тогда вот эти более мягкие такие, знаете, добрые энергии, которые направлены на именно установление какого-то контакта. Не на доказательство своей правоты, а именно на контакт. Вот об этом говорит карта. Ну, а для кого-то любовная ваша история, ваша личная история, может быть, ваш любимый человек. И это будет, ну, как основная тема всей недели. Давайте узнаем. Карта перевернулась, но мы достанем сами. И первая карта будет как оценка ситуации или вопрос, что важно знать. На неделе для водолеев с 10 по 16. Что важно знать? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергетику. Посмотрим, что в целом по финансам и личная жизнь. Итак, что важно знать? Прекрасная карта. 6 мечей. И эта карта в Таро иллюминатов заслуженного успеха. Вот это тот успех, который зависит от наших приложенных усилий. Это тот успех, когда мы, знаете, какое-то дело начинаем, и вот имеем, собственно, в душе только какое-то желание, может быть, вдохновение, или нам очень хочется заниматься этим делом. Мы видим или чувствуем, даже я бы скорее сказала, какую-то свою перспективу в этом направлении. И карта говорит, что нас ждет успех. По этой карте также проходит еще переезд или поездка куда-то. По этой карте смена сферы деятельности или какой-то наш творческий проект тоже может проходить. Работа в интернет или смена сферы деятельности на какую-то или удаленную работу, или связанную с удаленной работой, или работу, связанную с перемещениями, командировками, или, опять же, интернет, IT и все вот эти сферы, которые посредством, может быть, интернет, прилагаются. Это может быть и вы, как медийная личность, тоже мечи. Мечи – это пространство, воздух и наше где-то человеческое общение. Может быть, на работу, которая больше будет связана с объемом информации. Такое тоже может проходить. Но чего бы ни касалось, как будто дорогу осилит идущий, и даже если мы какое-то дело начинаем с нуля, нам карта уже обещает успех. Продуктивная в целом неделя. Чего не избежать? Денег. И хоть у нас тут кубки, 9 нарисованы, я называю эту карту эгоиста, здесь не про чувства, здесь про какую-то материальную прибыль. Или карта материального успеха по герметической колоде Таро. Но это 9. А 9 это у нас по нумерологии всегда преддверие перемен. И поэтому нам говорят, деньги будут. Но деньги мы не тратим, потому что впереди будут какие-то изменения. Причем те изменения, которые больше
связанные с обстановкой, которая вокруг вас, или обстоятельствами. Нам, возможно, в последующем, пока мы не видим, но в последующем как-то кардинально могут измениться события, что нам или придется куда-то отправиться, или каким-то образом пересмотреть, скорректировать свои планы, и деньги нам будут тоже нужны для чего-то, как будто другого. Вот примите это к сведению. Но деньги будут. Чему сейчас не время останавливаться, ставить что-то на паузу. Не время соглашаться на какие-то сделки, предложения, которые, как я говорю, мутные или непонятные. Или на какие-то сомнительные, может быть, соглашения идти. Или людям, которые, ну, такие не очень надежные, которых, может быть, нас и не сводила судьба вот так, один к одному, бок о бок. Но интуиция, если нам подсказывает, нет, тебе туда не надо, Водолей, вот в ту сторону лучше не направляться. Потому что это у нас всегда какая-то задержка, пауза. И еще есть такое значение, все-таки это повешенный, хотя он сам себя перевернул, но значение жертвы все-таки присутствует. Поэтому мы не должны быть как и жертвой собственных где-то амбиций, когда кто-то может сыграть, знаете, чисто на эмоциях. Может быть, на лести, к примеру. Почему нет? Или добавить там каких-то восторгов о том, что какой-то, ну, вау-проект или на 1000% он принесет какую-то прибыль. А здесь вот более так рационально нужно подойти, переосмыслить, может быть, вообще любое предложение. И перед тем, как согласиться, нужно понимать, что я могу остаться один на один. Что я буду делать? Чем для меня это чревато? Поэтому бережем себя. Что нам помогает? А вот какая-то конкретика. Нам может, кстати, помочь человек, какой-то выручить нас суммой денег. И если у вас стоит сейчас какая-то проплата или, ну вот, нужны срочно деньги, нам действительно приходят на помощь. С другой стороны, это какой-то наш проект, но это тот проект, который как марафонский забег. Пусть у нас изображен паж пентаклей, у него всего лишь один пентакль, но он может сделать из него миллион. Так и мы можем из какого-то начального проекта, если будем рассчитывать на какую-то долгую дистанцию или вообще в принципе уделить внимание. Может быть, карта советует только тем проектам, которые долгосрочные, а не те, которые, знаете, как фетиш. Тот успех, который кратковременный, и потом он растворяется, а какие-то проблемы впоследствии вылазят словно, да. А вот чему-то более проверенно надежному и стабильному на длительный период стоит отдавать предпочтение. По этой карте нам тоже говорят, что деньги мы получим, и это каким-то образом нам помогает. Дела, работа, бизнес. Правда, тут вокруг вас могут, или вы как будто на пороге можете стоять каких-то перемен. И по этой карте это башня. Ну, олицетворение башни имеется в виду тюрьма. То есть это буквально что-то, то, что нас какой-то период сдерживало. Это может быть как закон, а здесь, может быть, выйдет какой-то подзаконный акт, и вы сможете оформить. Оформить, может быть, какой-то документ или получить какое-то соглашение. Но здесь еще также проходят обстоятельства непреодолимой силы. И нам ведь уже где-то здесь об этом сказали, что нужно быть аккуратному и внимательному, исключить всяческую возможность риска. И надо сказать, что вот эта неделя, она планетарно еще, ну, ожидается достаточно спокойной. А вот уже через неделю там просто очень много ожидается планетарных изменений. Это как и Венера, которая сейчас находится в знаке Льва, изменит свое движение на ретроградное. Это у нас еще и Лилит или Черная Луна, которая как раз в тот момент, когда Солнце будет входить в знак Льва, присоединится к этому Солнцу и будет создавать какие-то турбулентности или обстановку, которая извне, какая-то непрограммируемая, где-то она может быть на грани фола или, ну, какие-то опасности. Это может быть какая-то агрессия. Знаете, может быть какое-то известие, которое тоже приходит по какой-то обстановке, ситуации. И нам нужно будет достаточно внимательным быть,
как и к информационному пространству, которое вас окружает, и буквально к тому, что говорят люди. Но это не значит, что мы основываем свое мнение на сказанном. Это лишь значит, что мы держим руку на пульсе, будем внимательны. И по этой карте мы должны быть где-то готовы к неожиданностям. Все-таки это башня. Значит, какие-то изменения в пространстве, которое нас окружает, могут происходить. Но я надеюсь, для большинства тут проигрывается именно какие-то перемены, которые будут больше касаться либо переезда, либо вашей работы, ну и получения финансов. Но, тем не менее, в хорошем смысле это падают какие-то ограничения, что мы можем что-то сделать для себя хорошее. То, что прежде мы не смогли, допустим, да, по объективным причинам. Но ведь эта карта, как и любая другая, а тем более старший аркан. Это то, на что мы не влияем, но то, что влияет на нас. Но все-таки вот это самая непреодолимая сила, которая может присоединиться в отношении нас или каких-то обстоятельств на этой неделе. И значит, мы исключаем всяческую возможность риска. Что у нас по финансам? Нам говорят, сияйте как звезда, и где-то добавляет в значении Паш Пентаклей, если мы говорим, долгосрочные проекты нам помогают. И по карте звезда это карта выбора правильного направления лет на 10 и больше. И нам говорят, что да, по деньгам будут у нас те проекты перспективные, которые не однодневные, которые это не тот успех, который раствориться где-то, а тот, который мы выстраиваем сами, где-то упорным трудом или прилагая какие-то усилия. Для кого-то из вас это может еще и означать, какая-то наша мечта становится ближе. Может быть, это выпадает на деньги, как новые способы заработка, если мы меняем либо сферу деятельности, либо работу, то здесь может прийти как наша еще и популярность, так и возможность совершить какой-то переезд. Если для кого-то из вас, правда, релокация офиса или необходимый переезд, он как будто уже планируемым был, то каким-то образом ускориться что-то может. Или поменяться какие-то составляющие с учетом карты башня. Или для кого-то из вас это будет означать предложение, может быть, уже на другом берегу вам какой-то новой работы, которая для вас будет не просто как финансы, а еще какая-то популярность ваша или рост вашей престижности, компетентности по вашей профессии. Но тут именно как мечта, которая становится реальностью. Какие-то очень хорошие перспективы. Даже если камни с неба, мои дорогие водолеи, тут можно сделать для себя, ну, просто начиная от какой-то банальной победы в решении какого-то вопроса и в выстраивании долгосрочной перспективы, как и по собственным амбициям, в хорошем смысле, так и по финансам тоже, в личной жизни. Еще один старший аркан. Что-то такое судьбоносное. Главное, действительно на крючке не быть и не быть в какой-то зависимой ситуации. Вот чему сейчас не время. И карта юстиции, ведь это могут быть, у кого-то, может быть, это уже какое-то время длится, судебные заседания. И здесь на неделе может состояться одно из них. И судя по всем картам, которые выпали, вы можете получить уже окончательное какое-то решение. По этой карте мы должны удерживать эмоциональный баланс. Если на личную жизнь, кто знает, может быть, это вы сами будете тоже что-то инициировать каким-то образом. Но нам больше карта говорит о том, что мы хотим ясности. И совет-то идет такой, что мы должны быть честны сами с собой. Мы можем что-то оформлять, буквально де юре, какие-то документы. А также карта еще нам говорит о том, что эмоции вообще нужно исключить в эту неделю. И более того, мы не должны себя подвергать опять же риску. Когда эта карта выпадает, я всегда говорю, мы даже улицу переходим в том месте, где положено, а не где всегда. То есть нужно где-то себя самого страховать. И это как консультация юриста, а может быть и адвоката тоже. Но держать руку на пульсе нам придется в течение всей недели. Есть и энергии, которые нам, безусловно, помогают. Но есть, видимо, элемент, словно противодействия какого-то, который может нам помешать. Где-то нас не должны никакие обстоятельства выпить из колеи. Так и с другой стороны, мы не должны купиться на какие-то уговоры или
может быть, радужные цели, когда нет какой-то конкретики. Будучи вот в таком более материалистичном состоянии, как по пажу Пентаклей, и даже пусть он изображен у нас одним Пентаклем, и пусть шестерка мечей у нас тоже, кстати, предусматривает, что какой-то проект мы словно начинаем с нуля, и все равно у нас ожидается как и ближний успех, так и далекая какая-то популярность или наша успешность и финансовое продвижение, прогресс. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.